Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание гороскопу на июнь и поговорим, друзья, о самых неблагоприятных и опасных днях в июне. Забегая наперед, хотим сказать, что это 4 опасных дня, но именно эти дни могут навести на вас определенные проблемы, нюансы и так далее. Поэтому, если вы будете знать об этих днях, то, соответственно, эти дни для вас придут намного благополучнее, и вы будете понимать, что в эти дни вам не нужно быть в социуме, поменьше находиться с людьми и так далее. Итак, хотим сказать о том, что именно в эти дни, друзья, вот 4 дня в июне вас могут ждать именно неприятные какие-то перемены. Хотя, если рассматривать июнь в целом, июнь 2022 года, то мы можем говорить о том, что июнь можно считать, наверное, благоприятным месяцем, за исключением 2 астрологических событий. Первого события – это начало ретроградности Нептуна и Сатурна. Итак, давайте теперь более подробно поговорим обо всем этом. Возьмите даже прямо сейчас ручку, листок бумаги, и вот эти 4 даты запишите для того, что когда вы будете уже планировать июнь или проживать вот в июне те или иные дни, чтобы вы понимали, что же вам делать. Итак, первая дата, друзья, у нас с вами 5 июня. И вот здесь очень важно понимать, что у нас начинается ретроградное движение Сатурна. И обращаем ваше внимание, что именно 5 июня для многих людей этот день станет очень важным. Почему он станет очень важным? Дело в том, что многие люди будут считать свое собственное мнение меньше значимое, чем чужое. И вот здесь это все может привести к большим проблемам в делах, в самых разных сферах жизни. И вы должны понимать, что именно 5 июня ни у кого не нужно ни просить совета, ни какой-то рекомендации, ни обучения. Или если вам дают именно такую вот информацию, то не принимайте ее к действию. То есть возьмите пару дней паузы и уже после этого взвесьте все и двигайтесь дальше. Потому что сам день, вот 5 июня, он принесет достаточно много каких-то страхов, каких-то проблем. При этом это проблемы будут вообще из воздуха браться. Будут появляться какие-то сомнения. Сам по себе Сатурн является, знаете, вот тяжелой планетой в астрологии. А вот еще и ретроградность этой планеты еще быстрее набирает обороты. Поэтому, чтобы в этот день, 5 июня, обойти стороной любые проблемы, и самое интересное, вот то, что будет появляться 5 июня, оно затронет последующие несколько месяцев. Поэтому очень важно, чтобы вы в этот день прислушивались только к себе и к своему личному опыту. И вот в таком вот режиме, вот как вы заложите для себя основы 5 июня, сделаете определенные выводы, в таком режиме вам придется работать, двигаться, созидать до 23 октября. И вы знаете, надеяться на какую-либо помощь в любых сферах жизни в это время со стороны не стоит. Только надейтесь на себя. Даже если вам говорят, что вам помогут, окажут вам поддержку, в том числе, например, и финансово и так далее, все равно старайтесь верить своим силам и себе. Следующая опасная дата, друзья, 11 июня. Вот здесь у нас Венера соединяется с Ураном. И вот 11 июня, друзья, будет очень опасный день. Венера отвечает у нас с вами за наше самочувствие, за вот запас сил, энергии. Именно в этот день многие люди на нашей планете Земля будут чувствовать недостаток этой энергии. И Уран в это время, во время этого соединения с Венерой, может стать главной планетой-антагонистом.
И вы знаете, в его силах возможно изменить то, что мы менять никоим образом не желаем, не хотим. Поэтому это будет крайне непростой и в то же время непредсказуемый день. Поэтому постарайтесь в этот день вообще не стараться принимать каких-то решений, заключать какие-то контракты, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Следующая, друзья, крайне опасная дата в июне – это 14 июня. И здесь у нас суперлуния в Стрельце, полнолуние в Стрельце. И это у нас с вами полнолуние. Но полнолуние необычное, потому что в этот день Луна у нас будет находиться в перигее, то есть в максимально близкой точке орбиты относительно нашей планеты, планеты Земли. И это будет заметно в первую очередь визуально, потому что ночное светило станет намного ярче и больше. С точки зрения астрологии, этот день в июне также считается достаточно опасным днем. Поэтому любые путешествия, поездки, особенно на автомобиле и других видах транспорта, могут быть, к сожалению, максимально опасными. Поэтому будьте осторожнее. Также, кстати, 14 июня при совершении покупок в интернете. Потому что может быть мошенничество, может какие-то операции не проходить, и это приведет к каким-то задержкам. Поэтому на 14 июня постарайтесь, кроме того, это еще и полнолуние, оно на нас очень сильно влияет, поэтому постарайтесь быть в таком вот, знаете, успокоении. Энергии очень много, ее бьет через край, это влияет на людей и приводит к не очень всегда хорошим последствиям. Последняя, друзья, дата в июне, которая также опасна для многих, это, друзья, у нас с вами 28 июня. Это начало ретроградного движения Нептуна. Это второе очень опасное событие, которое очень важно, чтобы вы учитывали, если вы планируете что-то на какой-то долгий период. Дело в том, что ретро-Нептун в этот день будут лишать многих из нас доброты, желания делать что-то хорошее ради других людей. И многие именно 28 июня, где-то даже, и ретроградность, кстати, Нептуна будет аж до 4 декабря этого года, поэтому многие люди будут достаточно агрессивными, злыми, готовы будут пойти на любые действия ради своей наживы. И вот здесь мы рекомендуем всем остановиться. И если вам что-то предлагают незаконным путем, быстрым путем и так далее, но вы чувствуете на интуитивном уровне, что что-то здесь не так, ни в коем случае не стремитесь это делать, потому что сейчас это вы сделаете, потом будете расплачиваться. Бумеранг вернется. При этом бумеранг будет сейчас возвращаться намного быстрее, чем раньше. Также обращаем ваше внимание, что с 28 июня по 4 декабря будьте осторожны с деньгами, потому что будет очень много мошенничества, всевозможных таких вот операций, которые вы вроде бы все сделали, а оказалось, что они незаконные, они неправильные. Поэтому, чтобы этого не было, будьте осторожны. То есть, например, если вы покупаете там квартиру, машину, проверяйте все документы от А до Я, будьте уверены, что люди вас не подведут, что все будет хорошо. Или даже вы покупаете бытовую технику, дорогую технику, проверьте, все ли работает, все ли на гарантии, все ли пломбы есть и так далее. Потому что вот именно с 28 июня по 4 декабря многие будут не замечать эти мелочи, и эти мелочи, кстати, потом будут против вас. Также не стоит, вот именно в этот период, не стремитесь любыми средствами бороться со своими врагами, теми людьми, которые стараются манипулировать. А просто, знаете, отправляйте им любовь, отправляйте им, знаете, вот изобилие, чтобы они, знаете, вот вкупались вот этой энергии созидания. Но ни в коем случае не идите на агрессию, потому что вы эту агрессию еще и увеличите. А также, друзья, пожалуйста, в этот период остерегайтесь рисков. Также, друзья, на протяжении всего июня, что мы хотим сказать, когда вы будете получать деньги,
вне зависимости, это зарплата, вам вернули долг или что-либо другое, возьмите руки в деньги и скажите следующие слова. Деньги ко мне, как пчелы к меду. Летите, летите, да мимо меня не пролетайте. И вот эта именно практика поможет вам на протяжении июня создавать определенные вибрации, ситуации, когда в вашу жизнь будут поступать новые денежные энергии, энергии изобилия, достатка. Кроме того, могут открываться новые возможности, поэтому обязательно используйте эту практику. Друзья, вот такие вот крайне опасные дни в июне. Мы надеемся, вы их записали. Тезисно также себе какие-то сделали заметочки. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника, два видео. Это следующее рекомендованное видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно, и смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся!